Вот так. Всего много. Типичные столы на этой барахолочке. Маленький городок. Недалеко от Венеции. Италия. Нам пишут в комментариях, ходите по барахолочкам в маленьких городах. Там цены очень низкие. Ну что ж, посмотрим, что предложит нам эта итальянская барахолочка. Жара плюс 30, народа много. Пишите в комментариях, что интересного вы увидели. Довольно много везде керамики. Вот даже затесались кружки пивные. Маленькие, правда. Немецкие. Немецкие кружки для пива. А вот кувшины. Это уже все итальянское. Симпатичные такие петушки, кабутики по-польски. Да, милый такой набор из 3 кувшинов разного размера. Вот такой комплект столовой посуды. 100 евро. И рядышком сувенирные фаянсовые тарелки. А вот здесь люстровый фарфор с галантными сценами. Английский фарфор. Эта серия Old Country Roses часто встречается, но не очень ценится покупателями. Да у этого чайника, к сожалению, большой скол на самом видном месте. Удивительно, но на этой итальянской барахолочке мы увидели еще один стол с большим выбором английского фарфора. Смотрите внимательно, обязательно покажем. Мы встали в 5 утра, чтобы приехать на эту барахолочку пораньше, пока еще не так жарит солнце. Да и привыкли быть на рынке ни свет, ни заря. В Польше надо успевать к открытию, пока не расхватали все самое ценное. Интересно, а как это в Италии? Чашки. Английский фарфор. Очень долго рассматривал сеньор, читал клеймо, увидел в названии Чина. Чайна. Он сказал Чина, развернулся и ушел. Не поверил, что это Англия. Чайна по-английски означает фарфор. Но не все это знают. И не переубедишь. Поющие ангелочки и куклы. Это все керамика. Это все Италия. А это комплект для камина. Экран. И вот там лопаточки, щеточки, совочки.
Маленькая кочерга, или как это правильно назвать? Для богатых загородных домов. Фаянсовый набор, комплект для умывания. А огромный кувшин. Вот он, вот такой огромный. Маленькое блюдце. Огромное блюдо. И зеркало. Signore, buongiorno. Buongiorno. Questa? А здесь скатерти, вышивка. Purolino. Ah, ok, una botta d'estate. Cosa viene con prezzo? 30. Симпатичная маленькая скатерть, вышивка крючком. Ой, не вышивка крючком, а крестиком. Крестиком вышивка. Questa? Sì, non serve che la apra. Сейчас еще No, одна ma non fa красивая niente, такая. non so un po' per quello. A me piace. Sì, immagino, sapere come capire. Ой, какая милая. Questa 25 ragazze, perché è una lavorazione più Certo. grossolana. Certo. Questa è una lavorazione con un filo più sottile. Sì, 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 certo. Tutte e due molto figurose. Очень милая. Sì, sì, sì. Sì. Dopo se piacciono un po' di sconticino Certo. ve lo faccio Molto Sì, bene. sì, sì, sì. Belle. Очень красиво. Con una figura sono Quanto di costa? allegria. Quanto costa? 25, posso fare 20. Guardate. Grazie. Grazie signore. Prego. 147. Quanto ha il tavolo? 140 чего-то. Ma deve Sì. mangiare per mangiarci? No, 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 per tenere così, no? Non per una Basta figura che la per metta un mangiare. po' spighezza. Ah, molto bene. Un po' spighezza le fa, invece che metterla dritta, la mette un po' Ho così. capito, a rombo, sì, sì. Non proprio a rombo, un po' spighezza, così. Capito. E le fa figura. Sì, molto Una bella stirata, una bella inamentata. È stupenda. Se no questa gliela faccio 25 Вот эту красивую ты 40. тоже E показывала? va benissimo. Красиво. Слушай, гладь. Prego. Кожаные заготовки для галантереи, для сумок, видимо. И вот здесь очень-очень много кожи в рулонах. Цвета на любой вкус. Есть даже под крокодила. И под питона. Очень интересные, симпатичные ручки для дверей. Все это ручная работа. Одна ручка стоит 5 евро. И даже есть в технике миллефиори. Ну, конечно, это не Мурано. Очень жизнерадостные.
еще один стол, где мы задержались. Было немного фарфора и стекла. На некоторых предметах вы видите цены. Продавец, видимо, простыл и говорил шепотом, сиплым голосом. Был недоволен, если брали предметы в руки. Вот сеньора предложила за вазу 200 евро. Продавец обиделся. Что вы, это же Майсон. Ваза в античном стиле, в форме амфоры, кобальт с богатым золотым оформлением и ручки змеи, которые обвивают вазу по бокам. Вторая половина 20 века. Кажется, продавец хотел за вазу 400 евро, но мы не уверены. Сеньор – профессиональный продавец и знает цену предметам, которые продает. Есть здесь и вазы богемия в знаменитой технике двухслойного стекла с ручной росписью. Вот эта красавица, к сожалению, с большим сколом. Парные скульптуры, бисквит, высокие, сантиметров 40. Германия. Первая половина 20 века. Не поднимали фигурки посмотреть клеймо, чтобы не волновать продавца. Коробки здесь выглядят вот так. Запчасти, наверное. Да, детали от нуранской люстры. Мы такие люстры видели на ярмарке в Парме. Кто еще не смотрел, ссылочку оставим в описании. И вот здесь еще. Да, здесь много разных деталек. Вот видишь, и кто потерял от графинчика, пожалуйста. Пробки от графинов. Да, можно на замену взять. Такой симпатичный комплект охотничий. Охота на лис или другая какая охота. Комплект 150 евро. Это фаянс. И вот клеймо. Из керамики на этой барахолочке много фаянса и, к сожалению, мало фарфора. Этот милый складной веер Бризе в рамке под стеклом мы тщательно не рассматривали, но предполагаем, судя по цене, он сделан из гололита. Это первый синтетический полимер, который на рубеже 19 и 20 веков имитировал дорогую слоновую кость. В верхней части пластин ручная роспись. Веер Бризе состоит исключительно из жестких пластин, скрепленных в основном осевым штифтом. Продавец оценил этот веер Бризе в 60 евро. Городок Чивидале-дель-Фриули очень милый, а это мост дьявола. А вот такого мы нигде не видели. Точнее, такого огромного выбора раковин со всех океанов земного шара. Это мы, называется, приехали за стариной. А увидели красоты морского дна.
così ti devi cercare qualcosa, Marina. Ну, придумает же природа Ah, brava. такие редкости. modo, ma non mi ricordo. Ой, супер, очень красивый. Как будто косточки. Сколько труда вложено, сколько любви. Определить каждую раковину, ее латинское название, место обитания. Для истинных коллекционеров такой стенд просто клондайк. È più bella? Vediamo. Direi anch'io. Brava, quello è il mio. Guardi con calma perché tanto fino a stasera siamo qua. No? Для любителей морских глубин. Che si chiama Agata Nuvola, anche questo è tra quelle che ho preso io. Вот эти покажу, вы смотрите, какие Trasparente, a parte questo bianco красивые. Вот qua, эти è бесподобные. molto molto particolare. Beh, se tu non l'hai mai vista, potrebbe anche servirti. Dici? Non lo so. Sì, io non, Non le abbiamo mai neanche avute prima che le prendessimo. io tutte le volte che sono stata a vedere di te qua non ho mai No, no, ma per Questa questo è dico. un'etichetta invece però non so. А здесь ракушки поменьше. И все идентифицированы. Tra le И так altre с è una di удовольствием culturale. Sempre просто, il discorso che vi просто facevo. рассортированы. Занзибар, Un gioielliere. Sì, lo disco. Тунис, Perché ne fa 10, Сицилия. non fa un mondo lì. Это филиппинские. Ой, покажи филиппинские. Вот вернись, посмотри, какие филиппинские красивые. E va. Таиланд. Таиланд, а это Мадагаскар, такая морская волна. Ой, какая красавица. Перламутровая. Poi girata arriva un altro E l'ha già presa. e prende quella lì. Buongiorno. Ah, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Вот нашли такой крючок. Но, к сожалению, оказалось, что он немного пострадал. Да, кусочек кости потерялся. А вот эти такие симпатичные, интересные, это наборы для маникюра. Как бы сделать, чтобы сфокусировалось. Вот так, наверное, будет видно. Брошки микромозаика. Могу на солнышко дать. Ну, попробуем. Вот так будет лучше видно. Симпатичная сумочка, мешочек из бисера. Tu non usi né l'argento e non metti il rosa. Però questa è una cosa che io proprio sulla tua pelle non l'avrei messa, però beh, a parte che è un colore che metti il turchese sta venuto, vedi tu. Ho recuperato una spilla con un sasso di mia mamma. Vedi tu, sai cosa? Vai a vedertela. Io vorrei che tu avessi... No, che sono vestita anche troppo... Sì, non c'entri. Non c'entri. Гранатовый браслет уже купили. Allora non prenderla. И вот еще один стол богат на английский фарфор. За эту зеленую пару чашка и блюдце продавец хочет 130 евро. Узнаем серию «Викторианская фиалка» от Хэмерсли из тонкого костяного фарфора. Хотите увидеть весь сервиз? Ссылочка на видео в описании. А эта пара – чашка с блюдцем от Royal Worcester, серия Woodland, лесной край.
У нас есть набор для английского завтрака. Кодлер на 1 и на 2 яйца и сет 2 тарелки под кодлер с миниатюрной вазой или подставкой для салфеток или ложечек. Все подробности можете узнать в нашем канале в Telegram. На заднем плане легендарный флорентийский поднос. Кто знает, как отличить оригинал от подделки? Ваза Томас, но она с трещиной, к сожалению. А это историческая черно-белая фотография «Мост дьявола». Ах, какая красавица! Впервые видим такую огромную чашку. В нее пол-литра точно войдет. Это любимый многими венгерский фарфор Херент и знаковая коллекция Апоньи в зеленом цвете. Мы рассказывали об истории создания этой серии в видео из магазина Херент в Татрах. Ныряйте в описание, ссылочка там. Вернемся к этой огромной чашке и тарелке. Редкий декор, фрукты, ручная роспись. А у нас в декоре фрукты от Херент есть малышка Мока Пара. Очень редкий экземпляр. Все подробности в Telegram. На удивление, на этом рыночке столового серебра и посеребрения крайне мало. Не то, что в Болонье. Кто не видел, ссылка на видео в описании. Вот только эти 2 набора нашли. И это итальянское серебро, не английское. А какое серебро больше ценится? Английских мастеров или итальянских? Подскажите. И немного мебели второй половины 20 века. И образцы ткани для мягкой мебели от Кристиана Лакруа. Какие интересные штуки. Специальные резиновые ролики. И они вытаскиваются. И на стенах можно делать вот так вот узоры. Красивые будут. Ой, как интересно. Вот этот красивый и следующий ниже тоже очень эффектный. Эти 2 красивые. Да, очень надо на место поставить. И специальная даже стоечка для них есть. Да, они из резины. Хрустальная ваза роскошного фиолетового цвета, по ободу горлышка вся в щербинках. Эх, как жаль. Поэтому она и стоит, скучает. Никто ее не приютит домой. Ну и, конечно, Италия – это вино. Стеклянные бутыли различных размеров и цветов с миниатюрными ковшиками для дегустации. Чем темнее цвет, тем дороже. Ведь темное стекло лучше защищает вино от солнечных лучей, сохраняет букет, и вино дольше хранится. А если вы не винодел, такие бутыли сейчас модный элемент декора. А вы знали, что такие бутыли называются «Дама Жанна»? Итог нашей прогулки. Идея, что на барахолочке в маленьком городе можно купить предметы за 1-2 евро, не оправдала себя. Сейчас это уже скорее миф. Стоящие вещи за копейки не купишь. Все стали продвинутыми и очень ловко гуглят цены. И еще одно впечатление от прогулки. А что, в Италии весь антиквариат закончился? Как думаете?